История американского трансатлантического лайнера United States. Судно United States – это американский трансатлантический лайнер, построенный для компании United States Line. Последний держатель голубой ленты Атлантики. На данный момент судно стоит в Филадельфии, США. Организация S United States Conservancy планирует возвращение лайнеру первоначального облика и использование по прямому назначению. После воодушевляющих слов сэра Уинстона Черчилля о лайнерах Cunard Line, Queen Mary и Queen Elizabeth, в США решили построить свой собственный быстроходный лайнер. Два больших лайнера Queen Mary и Queen Elizabeth внесли свой вклад в исход Второй мировой войны, транспортируя войска по всему земному шару. Такая транспортировка была несомненно ценной в случае войны. Таким образом, правительство США, скооперировавшись с United States Line, решило заказать лайнер, который станет одним из самых роскошных и быстрых лайнеров в мире. Новый исключительно американский лайнер, которому надлежало присоединиться к гонке за голубую ленту Атлантики. Американское правительство выдвинуло три условия. Корабль должен был быть быстрым, безопасным, и его легко можно было бы преобразовать в военный транспорт. Построить новое судно было поручено компании Newport News Shipbuilding в Вирджинии под руководством Уильяма Фрэнсиса Гибса. 30 лет он мечтал о 300-метровом лайнере, способном развивать высокую скорость. Он был ответственным за переоборудование немецкого лайнера Vaterland в Левиафан после Первой мировой войны. Но на этот раз ему дали полную свободу действий при строительстве абсолютно нового американского лайнера. Киль его будущего шедевра был заложен 8 февраля 1950 года. Новое судно крестили 23 июня 1951 года и назвали United States. Чтобы судно отвечало двум другим требованиям – безопасности и быстрой конвертации, Гибс хотел сделать более простую, новую внутреннюю проектировку. Увлеченный созданием полностью пожаробезопасного судна, Гибс сделал все возможное, чтобы не использовать никаких огнеопасных материалов. Интерьеры United States были выполнены из стекла, стали, синтетики и алюминия. Мебель, перила и шезлонги были сделаны из алюминия. Гибс даже просил компанию Steinway сделать алюминиевый рояль для United States, но они отказались. В конце концов, единственной древесиной на борту был рояль. Но ни один пассажир не жаловался на уровень комфорта на судне. Простые интерьеры, которые можно было переделать под стандарты транспортного судна, также были частью требований. По сравнению со старшими судами, переоборудование которых могло занять до 3 месяцев, United States можно было переоборудовать за несколько дней. За эти требования правительство оплатило 70% стоимости постройки судна, которая составила по окончании строительства $78 миллионов. Но фактически United States никогда не служил военным транспортом. С длиной в 302 метра United States был самым длинным американским судном. Он был немного уже, чем судно Королев и Cunard Line, и поэтому мог пройти через Панамский канал, в отличие от судов Queen Mary и Queen Elizabeth. Всему миру United States запомнился благодаря своей скорости. Во время ходовых испытаний, которые длились 6 недель, он развил фантастическую скорость в 38,25 узла. Все благодаря турбинам Westinghouse, которые позволяли развить мощность в 240 тысячах лошадиных сил. Но из-за возможной военной роли судна, эти характеристики были сохранены в тайне до 1978 года. Тем не менее, факт, что первое плавание будет рекордным, и даже сокрушительно рекордным, был неоспорим. United States действительно оправдал ожидания, и 3 июля 1952 года он впервые покинул пирс в Нью-Йорке, направившись в Гавр и Саутгемптон. Достигнув Бишоп-Рок, он шел со скоростью 35,59 узла и таким образом побил рекорд 14-летней давности Queen Mary на 10 часов и 2 минуты. Когда у капитана нового рекордсмена Гарри Мэннинга брали интервью после победоносного рейса, он сказал, что просто путешествовал на своем судне.
Во время первого плавания United States использовал лишь 2/3 от всей мощности двигателей. Если бы он шел на полном ходу, то разрыв между его рекордом и показателями судна Queen Mary были бы намного больше. United States стал очень популярным. Ему даже дали нежное прозвище «Большой Ю». В 1950-х годах большинством трансатлантических путешественников были американцы, и факт, что United States был единственным американским суперлайнером, означал, что они хотели путешествовать именно на нем. И несмотря на его несколько холодные и простые интерьеры, он представлял новый вид океанских лайнеров, и для многих людей он вскоре стал любимым судном. United States работал на Североатлантическом пути со своим партнером судном Америкой. Впервые две королевы Cunard Line столкнулись с достойными конкурентами. Это соревнование продолжалось в 1950-х, но с началом нового десятилетия появился новый конкурент – реактивный авиалайнер. С введением реактивного самолета пассажиры могли пересечь Атлантику со скоростью в 500 узлов, всего за 6-8 часов. Несмотря на все свои преимущества, United States, разумеется, не мог противостоять такому сопернику. Как и все другие трансатлантические судоходные компании, United States Line начала терять деньги. Ситуация ухудшилась, когда профсоюзы начали требовать более высокую заработную плату для членов экипажа. В конечном итоге компания United States Line начала использовать судно в качестве круизного судна, что, конечно, не планировалось изначально. В 1961 году американский Конгресс разрешил United States совершать несезонные круизы, и он начал первый из них 20 января 1962 года. Это был 14-дневный круиз из Нью-Йорка в порты Нассау, Тринидад, Кюрасао и Сан-Кристобаль с минимальной ценой $520. В 1964 году United States был продан Chandris Line за $4 250 000. United States оставили на линии, но он приносил каждый сезон многомиллионные убытки. 25 октября 1969 года, выполнив приблизительно 400 трансатлантических рейсов, капитан United States Джон Таки получил сообщение об отмене ранее запланированного осеннего круиза, судно же следовало отвезти на верфь для перестройки. В конце 1969 года лайнер был поставлен на прикол. Большой Ю был под властью Американской федеральной морской администрации. Поскольку большая часть его конструкции была государственной тайной, они заявили, что судно никогда не продадут. Поэтому лайнер остался в Вирджинии. К концу 1970-х годов норвежский судоходный магнат Knut Kloster, председатель Norwegian Caribbean Cruise Lines, внес предложение купить лайнер. Он искал большое судно, чтобы преобразовать его в круизное судно, но в конце он отказался от этой идеи и купил лайнер компании French Line France, который потом успешно переоборудовал в круизное судно Норвегии. В 1978 году уже американская компания задумала подобное. Сиэтлская компания The United States Cruises Inc. купила судно за $5 миллионов. Управлявший компанией Ричард Хадли имел большие планы относительно United States. Он намеревался полностью отремонтировать судно за $150 миллионов и дать ему полностью новую жизнь круизного судна. Хотя он проделал долгий путь и даже подписал контракты с верфями, чтобы выполнить ремонт, его мечта не сбылась, так как в 1992 году The United States Cruises Inc. обанкротилась. Судебные исполнители наложили арест на 40-летний United States, а судно было выставлено на продажу. Самая высокая цена $2 600 000 была предложена президентом компании Commodore Cruise Line Фредом Мейером. В сотрудничестве с турецкими верфями в Стамбуле у Мейера была интересная идея, которая включала легендарную Cunard Line. Было решено, что после ремонта судна United States будет управляться Cunard Line как партнер Queen Elizabeth II. Так же, как и королева, Большой Ю служил бы на североатлантическом маршруте летом и проводил бы зимние месяцы как круизное судно. В июне 1992 года United States отбуксировали в Стамбул. Из Стамбула лайнер отправился в Севастополь,
где в ноябре 1993 года в доке Севморзавода началась его очистка от асбеста. В течение полугода-полторы тысячи рабочих полностью очистили его от асбестовых конструкций и от всего ценного. В некоторых домах Севастополя и сейчас хранятся предметы с United States. Но финансовая ситуация вновь была переоценена. Ожидаемая правительственная помощь так и не была предоставлена, и работа над United States была прекращена. Позже в Cunard Line объяснили, что они больше не интересуются лайнером и считают, что Queen Elizabeth II будет достаточно. В 1996 году лайнер отбуксировали в США к верфям Филадельфии. В 2003 году Norway Cruise Line купила судно с официальным намерением полностью восстановить его для роли круизного судна. В мае 2006 года председатель Star Cruises, в состав которой входит Norway Cruise Line, объявил, что следующий проект компании – восстановление United States. К маю 2007 года у компании было около 100 проектов судна. В феврале 2009 года сообщалось, что Star Cruises ищут покупателей United States. В июле 2010 года судно было выкуплено за $5 800 000 организацией United States Conservancy, созданной, по словам организаторов, для того, чтобы спасти однажды забытый национальный флагман от гибели и вывести его в светлое будущее, в достояние потомков. 1 июля 2010 года прошла торжественная церемония поднятия государственного флага США на мачте судна, а также была введена в работу ночная подсветка корпуса лайнера. В планах было восстановление лайнера до первоначального состояния. 7 февраля 2012 года начались первые восстановительные работы. 5 августа 2016 года было объявлено, что восстановление лайнера оказалось невозможным ввиду непреодолимых трудностей. 5 августа 2016 года от плана официально отказались, а Crystal Cruises сослалась на наличие слишком большого количества технических и коммерческих проблем. Затем круизная компания пожертвовала $350 000 на сохранение до конца года. United States Conservancy продолжала получать пожертвования, в том числе один за $150 000 от руководителя круизной индустрии Джима Полина. В январе 2018 года природоохранная организация обратилась к президенту США Дональду Трампу с призывом принять меры в отношении флагмана Америки. Если у группы закончатся деньги, альтернативные планы корабля включают его затопление в качестве искусственного рифа, а не ломать ее. 10 декабря 2018 года природоохранная служба объявила о соглашении с нью-йоркской фирмой коммерческой недвижимости Realty об изучении вариантов восстановления и реконструкции океанского лайнера. Охрана требует, чтобы любой план реконструкции сохранить профиль корабля и внешний дизайн, и включать около 25 000 квадратных футов для бортового музея. В пресс-релизе о Соединенных Штатах говорится, что будут рассмотрены несколько мест, в зависимости от жизнеспособности планов восстановления. В марте 2020 года Realty объявила о своих планах перепрофилировать океанский лайнер United States в постоянно пришвартованное пространство для гостеприимства и культурных мероприятий площадью 600 000 квадратных метров.